Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на канал Твой Мир. Прежде всего хочу вас поблагодарить за ваши лайки, за ваши комментарии, за подписки, за просмотры, за обратную связь, которая для меня очень важна и очень ценна. Я ценю каждый ваш комментарий и безумно счастлива, когда вы даете обратную связь. Спасибо вам, дорогие мои. Дорогие мои друзья, сегодня я хочу предложить вашему вниманию расклад, который будет называться «Гороскоп для знака зодиака Овен на январь месяц». В этом раскладе мы с вами посмотрим, что же ожидает общие характеристики в первой декаде, во второй и в третьей декаде месяца. Дорогие Овны, расклад для вас, пожалуйста, настройтесь. Овен. Январь месяц, первая декада. Дорогие Овны, у вас первая декада, знаете, знаменуется каким-то таким подарком с небес, подарком судьбы, какой-то вот как шанс, какая-то возможность выпадет вам для того, чтобы вы улучшили свое благосостояние, чтобы вы наконец-то оказались в той зоне комфорта, да, эмоционального комфорта, и чтобы у вас было все хорошо и все прекрасно. Вот такая возможность у вас выпадет в первой декаде месяца. Причем, знаете как, такая возможность вполне неожиданная. То есть вы как бы сами даже не будете понимать, откуда взялась эта возможность, как она вообще. Но вот главное здесь не прохлопать. Вот такой главный момент, что главное не упустить этот шанс, не упустить эту возможность. Но здесь, знаете, как есть возможность с небес, да, есть вот такой посыл, скажем так, от Вселенной для вас, для улучшения вашего благосостояния. Но здесь мы еще и видим семерка жезлов, карта, которая говорит о том, что вам так или иначе придется за это побороться. То есть, понимаете, у вас нет такого момента, что вы ничего не делая, да, приходите к какому-то положению дел, когда у вас все есть, вы всем довольны. Вот видите, здесь по девятке кубков, да, он сидит такой весь довольный, у него все есть, его все устраивает, жизнь прекрасна, настроение прекрасное, эмоциональное вообще зашкаливает. То есть, как бы здесь вот такая идет информация о том, что есть эта возможность свыше, да, вам дана судьбой, но вам за это придется побороться. Или еще такая информация здесь, что вам придется поменять свои планы. То есть, понимаете, когда у вас, допустим, было намечено какое-то движение, да, и вот здесь возможность, грубо говоря, выпадает как бы ускорить этот процесс, но надо сделать какие-то обходные пути, понимаете, вот такой вот момент может быть. Поэтому здесь, да, такой момент, что за это вам придется побороться. Давайте посмотрим, что же ждет вас, Овны дорогие, во второй декаде месяца. Овны, вторая декада месяца, что ожидает? Во всех сферах, не смотрим здесь какую-то одну, мы смотрим общие характеристики здесь. Смотрите, вторая декада, да, у вас проходит под таким духовным началом. То есть вы, очень многие из вас задумаетесь, куда вы идете, зачем вы идете, как вы живете свою жизнь, на том ли вы месте, не на том ли вы месте. Понимаете, у вас возникнет очень много вопросов, когда многие из овнов захотят окунуться даже в некую духовную сферу, понимаете. Кто-то уйдет глубоко в себя, в какое-то познание, кто-то, может быть, просто уединиться какое-то время, чтобы вот побыть в одиночестве, да, и привести мысли в порядок. И здесь мы видим, что всему этому вам посодействует как бы женщина.
Либо это мужчина, но в таких вот немножко женских энергиях, да, но скорее всего это женщина. Женщина довольно такого солидного возраста. Либо, возможно, это молодая женщина, но которая, знаете, как вот по уму она гораздо старше своих лет, да. И вот эта женщина, она, либо, возможно, это будет ваш какой-то наставник, ваш проводник именно вот в эту духовную сферу. И женщина, она, знаете, как она является мастером своего дела. Она знает все процессы, как что работает, куда посмотреть, как это все применить. Понимаете, у нее очень большой багаж знаний, у нее очень большой опыт, и она вам вполне может здесь помочь, она вам может здесь подсказать, все, ну, скажем так, проторить вам дорожку для того, чтобы вы вышли в эту духовность, да, на этот уровень повыше. Вот благодаря этой женщине. И здесь мы видим паж Пентаклей, да. Эта карта говорит о том, что вы в каком-то моменте будете еще совсем юны. Вы будете, знаете, новичок в каком-то деле. И вот здесь я говорю уже о том, что многие овны захотят как-то удариться даже, возможно, в какие-то практики, кто-то в медитации, кто-то в эзотерику. Ну, неважно, да, какие-то вот такие глубинные процессы самопознания. И вот именно во второй декаде вы будете совсем вот новичком в этом моменте. Еще, может быть, до конца не будете понимать, что и как. Но у вас есть достаточно хороший проводник, который вам нечего бояться с таким проводником. Здесь как бы все прекрасно. Давайте посмотрим третья декада. А в третьей декаде, дорогие овны, сейчас посмотрим. Смотрите, третья декада у вас почему-то знаменуется каким-то, знаете, таким соблазном, каким-то развлекательным моментом. То есть, знаете, это какая-то, возможно, даже спонтанная встреча, вечеринка, или вас куда-то пригласили, или пригласят вас куда-то, да, и вы должны будете сделать выбор. Но здесь по карте влюбленные, здесь, знаете, как очень много именно таких эйфорийных эмоций, понимаете, возможно, вам предложат какую-то такую увеселительную программу, да, от которой вы, ну, просто получите массу удовольствия, потому что здесь стоит рядом тройка кубков, это карта веселья, прекрасно проведенного время. И здесь, знаете, возможно, может быть, вы даже пойдете, ну, как бы со своей пассией, да, со своим молодым человеком или с девушкой, в зависимости от того, кто смотрит расклад, на какую-то такую вот программу, от которой вы получите, ну, знаете, экстаз какой-то, вот на самом деле другого слова не подходит, только вот такой вот момент. И здесь, понимаете, как вы окажетесь после вот этого завершающего момента, да, в каком-то таком смятении, что вам как-то, ну, не захочется покидать это место, настолько вот вы там себя будете чувствовать прекрасно, великолепно, то есть эмоционалка ваша будет зашкаливать. И все-таки вот здесь этот момент ухода, что вам надо уходить из этого мероприятия или из этого места. И здесь такой момент, что вы, ну, просто не захотите, понимаете, вот как-то придется делать, грубо говоря, этот выбор, но вам как-то не очень-то и захочется его делать. Давайте посмотрим совет карт для вас на январь месяц, дорогие овны. На январь месяц у вас выпадает в совете карта Верховной Жрицы. Эта карта говорит о том, что прежде всего прислушивайтесь к своей интуиции. Здесь для вас велика вероятность открытия какой-то тайны. Для кого-то, возможно, знаете, как откроются какие-то новые знания. Мы вот видим, что во второй декаде у вас идет вот такой духовный рост, да, духовное начало. Все-таки начало еще не рост, а начало. И здесь вот мы говорим о том, что в карте Верховной Жрицы как совет выпадает такая информация, что вы обретете какие-то сакральные, глубинные знания. То есть, понимаете, здесь для вас месяц в любом случае не пройдет, скажем так, впустую как-то, да. Вы получаете массу полезных моментов, вы получаете прекрасную, даже у кого-то, возможно, начнет развиваться интуиция, знаете, как на таком даже уровне, ну, что вы даже сами, кто-то
Даже сами не будете понимать, как вообще это происходит, понимаете. У кого-то, возможно, откроются какие-то сверхспособности, дорогие овны. Здесь тоже такое имеет место быть. Кто-то, знаете, вот такой момент отслеживает, да, не успел подумать, уже где-то это видишь или где-то это сбывается.